Ну что, давайте пробовать начинать нашу трансляцию прохождения Шерлока Холмса «Преступления и наказания». Чуть-чуть тут немножко с камерой поколдовал. Не знаю, как она будет быстро обрабатываться. Формат там достаточно большой, ну, надеюсь, должно быть все хорошо. Итак, если что там по качеству звука, изображения, вы, конечно же, пишите. Так, я сейчас одним глазком на все на это гляну. Да, вроде как бы все идет. И так, и так, и так. Ну что, давайте приступим, давайте продолжим. Хотя я, наверное, сейчас попробую. С одним глазком на все на это гляну. Так, ну что, поехали, да? Вроде как бы все идет. Оп, 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 оп. Косячок отключаем. Итак, продолжить, на чем мы там остановились. Так, в мясную лавку, да, нам надо было так, чуть-чуть подниму наушники, сам себя плохо слышу. Итак, нам надо было отправиться в мясную лавку. Да? Ну, поехали в мясную лавку. Стоп, чего? Чего? Нам, наверное, для начала нужен сам гарпун, да? Значит так, отправляемся сюда. Насколько я правильно понимаю, да? Так, трансляция идет плохо. Интересно, с чем бы это могло быть связано. Так, я сейчас приостанавливаю трансляцию, поколдую с настройками. Так, ну должно сейчас пойти. Сейчас должно быть лучше. Итак, по всей видимости, нам сначала нужно взять гарпун. Сам непосредственно, а потом уже отправиться в мясную лавку. Да, вот таким вот образом. Так. И теперь в мясную лавку. Да.
Here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Угу. Так, задержать дыхание. И чё? Ага. Задерживаем дыхание. Holmes, you should try to aim better and throw as hard as you can. Да уж. Сложненько, однако. Так, берем чуть выше. Где-то вот так. О! Что? Попал же ж. Издевается, да? Да ну бросьте. Издевательство. Что это так можно пару часов в игре провести, The а? harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. А, тут еще и сила. О, офигеть. Я мастер. Ну, правда, с какой попытки, но тем не менее. Так, сейчас, одну секундочку. Так, ну что? This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Искусство требует жертв, не ной. Так, Б, да? Надо расположить поудобнее. Так, что мы имеем? Нет садовника. Требовались усилия, прибит к стене. Это понятно. Так, нужно быть очень сильным, чтобы проткнуть человека гарпуном насквозь. Для этого понадобится и мастерство. Давай вместе добились бы такого же результата. Маловероятно, что не
нетрезвый и неумелый человек мог умудриться пронзить гарпуном к стене. Ну, это понятно, это как бы не новость. Так, что, нам пока рано тут что взаимосвязывать, да? Рано. Так, что у нас? Нет садовника. Пропавшая коробка. Попытка взлома. Попытка взлома. Это не подходит. Ни к чему не подходит, понятное дело. Так, ну что, здесь вроде все. Да? А гарпун можно забрать? Хорошее оружие. Нет, нельзя. Так. Что у нас на повестке дня? Гарпун. Так. Изучите место преступления. Допросите подозреваемого. Так, ну давайте еще раз попробуем с ним поговорить. Скотланд-Ярд. Уж вроде его допросили уже. Вроде же допрашивали. Сколько мне помнится. Это тоже вроде проводили. А, надо что-то одно из двух выбрать. Чтобы проткнуть человека. Что-то одно из двух надо выбрать, да? Нужно быть очень сильным, чтобы человека гарпуном насквозь. Понадобится и мастерство. Двое вместе добились бы такого же результата. В принципе, логично, но нам нужно учитывать, что распивали спиртные напитки. Маловероятно, что... Маловероятно. Значит, это невероятная сила. Или это. То есть мы можем... Удачный комби... Вон оно. Так, здесь все правильно. То есть можно будет составить цепочку. Понятно. Так. What am I doing here? I've done nothing wrong. What am I doing here? I've done nothing wrong. Хорошо. То есть не то нажал. Так. Мы здесь, значит, на Бейкер-стрит. Так, ну здесь мы все провели.
analysis table. It is useful for my work. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Срань господня. Боже мой, лучше б не смотрел. Жесть. Так. Что-то мы... Значит, изучите место преступления. Допросите подозреваемого. Так, мы его допрашивали. Давайте вернемся на место преступления. Может, мы еще что-то упустили. Не знаю. Вещи вроде осматривали, кольцо, насколько я помню. Да, но у нас остались улики, которые... Не улики, как вот правильно сказать, домыслы, да? Мыслишки, которые с собой не... Попытка взлома и нет садовника между собой, ну, никак не связываются. Да? Пропавшая коробка, попытка взлома тоже, они не взаимосвязаны. Никак не взаимосвязаны. Это можно будет поменять, если что-то. Да, то есть все зависит от того, как пойдет наше расследование. То есть либо, да, то есть либо то, либо это. Так, про садовника мы тут все выяснили, да? Вот объект интереса, вот что The это? ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Это просто так, видимо, да? Так, гарпун мы взяли. Что, может, тут что-то пропустили? Рюкзак. Бутылки. Это уже мы смотрели. Капитанская фуражка. Ну, нет ничего. Где там Т? Стоп, а если нам надо это как-то связать? Так, улики. F1. Ну, давайте F1. Нарисуйте картину происшествия, используя дедуктивные выводы. Вычислите виновника.
Нет, тут только их можно открыть и все. Больше, к сожалению, ничего. Это еще в самой игре надо разбираться. Как тут что-то все тут взаимосвязано. Стол мы осматривали. Это мы все осматривали. Вещи тоже. Ну, в смысле, вещи преступника. Предполагаемого преступника. Задержанного. Подозреваемого. Быть еще точнее. Вот же где собака порыта, да? Вот же где собака порылась. Раскройте убийство, изучите место преступления. Так. Это мы все сделали. И вещи осмотрели. И здесь вроде все. И допросили его. Видимо, нет каких-то новых данных, фактов. Ну-ка еще раз. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. И все. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Peter Carey was fully dressed. He was not... Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Ох, не знаю. Так, ну поехали в Скотланд-Ярд, не знаю. Еще раз посмотрим на вещи. Честно говоря, я как-то в замешательстве, что делать дальше. Что делать дальше? Потому как по заданию, в принципе, мы все уже место изучили. Мы его допрашивали, вещи тоже осматривали. Документы. Гарпун. То есть нам еще 2 человек надо найти. Это подозреваемый. Но скорее всего, что он ни в чем не виноват. Просто шестерка, которую кто-то использует. Попробуем посмотреть еще вещи. Может, там что-то упустили. These are the suspect's belongings. A handkerchief with the initials JHN. A handkerchief with the initials JHN.
Да это я уже понял. And partner, 1883. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Угу. Допросить подозреваемого. Вот оно что. Да. Так, спросить, искать в архиве. Спросить, скорее всего, у самого подозреваемого по поводу этого. Стоп, не понял. Я не то нажал. Сори. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Чё, я что-то не успел. Так. Пиджак отца нет, рукава короткие, это я помню. Стоп, не оно. Угу. Причем здесь гарпун? Оно всегда было моим. Вот это что? Это привязка к слову, или это можно задать ему вопрос? Но пиджак отца точно нет, оно ему мало. Гравировка на кольце. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. So, Mr. Nelligan, Да, значит, who все-таки. is the true owner of the ring? The ring is mine. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Да не может быть, чтобы это был пиджак отца. То есть, если пиджак отца, то там в пиджаке отца могло лежать кольцо. Это вполне вероятно, но пиджак ему мал. Ну, давайте попробуем. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Well, I will see you soon, young man. Ну, не знаю, так. Прошу прощения. Ой, надо дотянуться. Горлышко смочить. Ты ж не знаю, какой должен был быть отец. Точнее, это какая же должна была быть мама, что получился такой сынок. What am I doing here? I've done Так, что у нас там?
Так, искать в архиве. Так, новых улик не добавилось. Хотя кольцо это достаточно важный переход. Так, кого там? Кого там надо найти? Нам нужен архив. Да. Так, гравировка на кольце. Линия затронута. Вот Р. Доусона, моему другу и партнеру. Что-то химия. Яды и токсины. Раны. Криминалистика. Единоборство. Так, газеты. Дело о банкротстве. Так, вернемся. Энциклопедия. Так, газеты. Дело о банкротстве. Так, фонд Доусона. Эгин бежал. Это был 23-летний. Так. Now I begin to understand that young man's story. Молодой человек. But I am still unclear as to what Ясно, что connects him with the связано murder. с убийством. Нужно спросить. Скорее всего, он сын... Ну да, сын Доусона. Да? По идее, так получается. Так, здесь что-нибудь новенькое? Нет, ничего. Возможно, этот капитан помог этому вот бежать. И теперь у капитана... А что за капитана? За книжка и...
have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes, Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Теперь нам надо отправляться за журналом. Почему нельзя было собрать все журналы и прочитать их? Непонятно. К чему вот эта вот вся суета? Идет сбор улик, идет анализ улик. Че ездить 10 раз туда-сюда? Сомневаюсь, чтобы эти детективы даже в то время также работали. С места преступления собираются все улики, в том числе и журналы, и всякое остальное. Немножко как-то раздражает вот это вот беготня. Можно было спокойно сесть за столом и провести анализ всего необходимого. Что-то... Господи. Да это мы уже проходили. Все. 1883. That's the one I need. This is the crew list of the Sea Unicorn. Log notes for June. Nothing unusual. Log notes for July. Nothing special. Log notes for August. These pages have been torn away. Log notes for August. These pages have been torn away. Canadian Pacific Railway, CPR, a torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Так, ну что теперь? Отрывок биржевой акции, принадлежащей канадской технической железной дороге, было обнаружено в место вырванных страниц за август.
Где-то на Бейкер-стрит. Так, ну с этим мы разобрались, да? Да черт возьми, я же ж свернул тебя. Чё ты вечно вылазишь-то? Эх, вон она, засада из засад. Так, я когда приостанавливал, мне не то окошко вылезло, да? Так. Сейчас. Секундочку, ребят. Возникли маленькие технические неполадки. Так. Вот, теперь вот так вот это должно выглядеть. Блин, столько настраивался. Чтобы вышла ерунда. Так. Вот это можно Let us свернуть. hope they are still working at the harbor. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, Итак, проверка. Я приношу свои извинения за I doubt it, технические And really, I would заминки. prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. and who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear. Так, How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. так, я, наверное, сейчас увижу ту гадость. Так, мне нужен, кто мне нужен? Мне нужен какой-то там
Виггинс, или как его там. Ну и как мне связаться с этим Виггинсом? A map of London and the surrounding area. It could be useful. Ну да, я есть на Бейкер-стрит. Ничего не понимаю. А-ха-ха. Стоп. Да, вот. Так, прошу прощения, проверка. Проверка. Так, поехали. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, as his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Так, а мы что будем параллельно делать? Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Чё, поехали в участок, что-то там случилось. Найти экипаж, поговорить с Лестрейтом. Поехали. Так, что у нас добавилось? Что-нибудь добавилось? Нет, ничего не добавилось. Так, прошу прощения. Наверное, маловато. Маловато света, да? Так, проверим. Проверим. Так, ну так вроде посветлее будет, да? Пока настроишься, пока новое это все настроишь. Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always, what happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes, he refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. Так, поговорить с Лестрейтом выполнено. Пойдем посмотрим
Посмотрим еще одни вещи, да? Вот нам надо будет забрать ботинок. Это уже стопудово. These are the suspect's belongings. Это вещи подозреваемого. Ботинки The забираем. burglar's old boots. They're a size 9.5. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. A pen. Nothing unusual about it. Так. Это надо будет в этот... Так, сапоги надо будет проверить. Здесь у нас что? Понятно. Так, поехали, сразу сапоги проверим. Те или нет, подходят или нет. Все, пытаюсь микрофон этот чуть ближе подтянуть. Так, что у нас по уликам добавились? Нет. Так, улики пока не добавились. Но я думаю, сейчас добавится. Сапоги должны подойти. И все должно быть хорошо. Тихо. Что-то. Оп. These boots match the footprints exactly. Так. Следы. Нет садовника, пропавшая коробка, попытка взлома. Ну, попытку взлома, по-моему, насколько я помню по предыдущей серии, про попытку взлома рассказывал этот мальчуган. Значит, следы и пропавшая коробка. Как нет? Да вы что, гоните, садовник, что ли? Так. Совпадают со следами, что доказывает, что отсутствие там... Отрицает, что он работал садовником. Ничего не понимаю. Ботинки... Майма Хартли совпадают со следами... что доказывает его присутствие там. Ну, понятно. Джудит Керри отрицает, что он работал садовником. А при чем тут садовник? Совпадают со следами. Ну, понятно, это... А мы с ней по этому поводу общались разве? Я что-то не помню. Что-то не всплывало до этого его фамилия, что-то как-то... Ладно. Будем идти по игре, не будем задавать слишком много логических вопросов. Да.
Так, надо с письмом разобраться. Так, спросить в точности. Да, поехали разберемся с этими сапогами, не то у меня сейчас клин будет. Это как-то, ну я не знаю. Вот эта постановка предложения как-то, ну, ставит немножко в тупик. Джудит Керри — это, по-моему, его жена, но она как бы отрицает, что был садовник. Но следы, ну, никак не связаны с тем, что садовник человек или нет. То есть убийца мог пройти по неосторожности и оставить следы на грядке. Это не доказывает, что он был садовником. Глупость какая-то, не знаю. Please escort this suspect for interrogation. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely. And considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. Синичка там, да, была записная книжка там какая-то. Что-то еще. Улики садовника мы выяснили. Следы растений. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. Tell me, Mr. Hurtley, what Стоп, were you не, doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. я уже не знаю, что и выбирать. Ведь он садовник, нам нужно вывести его на... Woodman's Lee? I've never been there.
то есть показать ему, что его ложь раскрыта, что мы знаем, что он был садовником в Удмансли, и начинать его раскручивать, но выбираем. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Ну да, согласен. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you worked with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing. Тут он взял и раскололся. But Ну, the most смех в obvious зале. clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. That's all for now. What am I doing here? I've done nothing wrong. Так, ну в письме, скорее всего, будет, что он типа там сейчас, одну секунду. Так. Угу. У меня тут батарейка села. Ну ладно, продолжим пока так. Так, на Бейкер-стрит. My analysis I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition. Так. All 7 reagents should be used. Second condition. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition. Colorless reagent should be added after the orange reagent. First condition. All 7 reagents should be used. Second condition. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition.
colorless reagent should be added after the orange reagent. Так, зеленый, синий, синий, бесцветный, бесцветный, оранжевый, оранжевый. Так. First condition. All 7 reagents should be used. Second condition. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition. Colorless reagent should be added after the orange reagent. Так. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Так, первый синий нарисован, да? Второй... Ни хрена не понимаю. First condition. All 7 reagents 7 should be реактивов, used. понятно. Second condition. Orange Оранжевый должен should be быть the third третьим one по in the счету sequence после after синего. the blue reagent. Third condition. Бесцветным. Colorless reagent should be added after the orange reagent. Так. First condition. All 7 reagents should be used. Second condition. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition. Colorless reagent should be added after the orange reagent. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Надо брать бумажку и все это записывать так что-то я на слух плохо воспринимаю. То, что тут нарисовано, это какая-то белиберда. Так, ладно. Так, если вы оставите сейчас эту сцену, ваш прогресс будет сохранен. Да, будем, не знаю, наверное, немножко передохнем, потому что нужно зарядить батарейку на камере. Ну и пока на этом все. Потом дальше пойдем продолжение расследования этого запутанного дела. Ну а пока-пока. С вами был Андрей. Удачи, ребята.